Сегодня, когда люди смотрят на устройство экономики, социально-экономической жизни людей, в первую очередь описывается наше взаимодействие через обмен. Мы рассматриваем ситуацию с точки зрения того, что был ли обмен честным. Любые социообщественные изменения, которые происходят, как бы эволюция и эволюция социума, которая происходит, она происходит с точки зрения новых принципов честности этого обмена. При этом мы видели, что через обмен не получается описать все взаимодействия, которые происходят между людьми, и все больше и больше начинает играть роль продукты, которые обладают свойством копируемости. То есть, когда мы создали первый экземпляр, мы потратили свой труд, ресурсы, создали первый экземпляр. На создание второй копии требуется потратить ничтожно меньше ресурсов, вплоть до никаких ресурсов и никакого времени. И после того, как музыка написана и записана, для того, чтобы создать следующую ее копию, надо нажать Ctrl-копию, Ctrl-V или просто открыть Spotify, и оно как бы есть. Себестоимость производства вот этой второй копии музыки, которую я уже слушаю после того, как ее кто-то другой написал, сводится к практически нулю за одно прослушивание. Мы решили взять некоторую простейшую ситуацию взаимодействия двух людей и разобрать ее. И посмотреть, увидим ли мы какие-то свойства, которые отличаются. Например, можно задизайнить одежду, сделать дизайн одежды, и можно сшить ее. Да, как только мы сделали дизайн, то в целом дизайн можно копируемый. А шитье занимает те же самые, условно говоря, 8 часов моего времени на то, чтобы сшить вот данный конкретный дизайн. Берем упрощенную ситуацию, в которой у нас есть два человека, которые эквиваленты друг другу, которые могут произвести за одно и то же время один и тот же продукт. И для упрощения мы говорим о том, что существует только два продукта. Продукт А, который копируемый, и продукт Б, который не копируемый. И предположим, что в целом они же являются и производителями продуктов, и они же собираются потребить этот продукт. У обоих есть план сначала, завтра, например, произвести для себя копируемый продукт А. И ситуация меняется от того, что... Мы узнали о плане друг друга. И ситуация меняется тем, что мы можем договориться иначе, что один из нас завтра произведет копируемый продукт, второй не будет заниматься производством копируемого продукта, поскольку он сможет потребить копию копируемого продукта в будущем, когда тот будет произведен, а вместо этого высвободившееся время, которое он должен был бы в иной ситуации потратить на производство подобного же копируемого продукта, он потратит на производство некопируемого продукта Б. И сразу же здесь видно, что только из-за факта того, что вот мы встретились из-за того, что Даня существует, у меня есть возможность произвести больше, чем мы произвели, если бы мы были бы одни. Больше возникает именно от того, что у нас теперь есть две копии копируемого продукта, стоимость которых равна производству одной копии, и третий некопируемый продукт. Какой бы доли некопируемого продукта Даня со мной бы не поделился, маленькой там 10%, пополам 50% или большей частью 90%, я все равно больше получу, чем если бы я был один. Наиболее вероятной, честной и выгодной ситуация будет ситуация, в которой мы поделим возникший некопируемый продукт Б пополам. И каждый из нас получит по полной копии копируемого продукта А и по половине некопируемого продукта Б. Несмотря на то, что если мы смотрим на оба этих продукта, на производство каждого из них необходимо было потратить 8 часов. То есть обмен, когда я отдаю ему половину Б, а он мне в обратную сторону дает копию А, он кажется в нормальных рыночных обменных отношениях, он кажется нечестным, потому что за то же время, которое он потратил, я отдаю ему лишь половину этого времени. Пока все еще может быть не так видно то отличие, которое присутствует в взаимодействии вокруг копируемого продукта. Предположим, есть сообщество графических дизайнеров,
какое-то конкретное сообщество из конкретных, скольких, 100 человек. Одному из этих графических дизайнеров приходит в голову мысль, идея, что он мог бы потратить какое-то количество времени, допустим, год своей работы, на то, чтобы создать инструмент, решающий ту или иную задачу, которую каждый из этих дизайнеров в целом обычно решает вручную, автоматизировать ее. Коррекция цвета, что-то еще, определение... Ну, или просто более удобный инструмент, который бы позволил сэкономить им, каждому из них, сэкономить 20% 20% своего времени, которое обычно они тратили вручную, и теперь это может делать автоматически. Для одного человека, если он бы для себя делал бы этот инструмент... Потратить год своего времени на то, чтобы потом сэкономить себе 20%, довольно дорогая операция. Однако, если... Договориться с сообществом, выдвинет некое предложение. Ребята, смотрите, мы все в целом это умеем, у нас у всех в целом есть это знание, но вот я могу выделиться, на какое-то время перестать выполнять как бы обычную свою работу и создать этот продукт. Таким образом, что через год у вас всех будет копия этого продукта, и вы сможете экономить 20% своего времени. При этом мы договоримся так, что... Что, например, вот мне нужно потратить 200 дней, значит, фактически, если на 100 дизайнеров, то каждому нужно вложить 2 дня его своего работы времени на то, чтобы купить вот эту копию этого продукта. То есть на то, чтобы покрыть создание мной продукта за 200 дней, каждый из дизайнеров сообщества потратит 2 своих дня на то, чтобы заплатить мне в то время, пока я не работаю. Не работаю над обычной своей работой, а работаю над созданием этого продукта. Предположим, что каждый день стоит $1000, и в итоге каждый заплатил по $2000, и это позволило профинансировать создание этого продукта. Крайне выгодная для операция. всех операций. Все скидываются, операция происходит, через год продукт создан, теперь следующий весь год они работают и довольно быстро окупают вложенные $2000 каждый из них. Через какое-то время другое сообщество из 1000 человек, гораздо большее сообщество, замечает, что наше маленькое сообщество сделало себе этот продукт, чем сэкономило себе 20% времени, что отлично, здорово, у нас очень хорошая работа, мы стали работать быстрее, клиенты идут к нам, они решают, что они тоже хотят купить этот продукт. Давид, который условно произвел эту программу, в целом мог бы вывести ее на рынок и предложить всем ее покупать за те же самые $2000, которые заплатили все в его сообществе. И это то, как происходит сегодня. Да? То есть рыночная цена, она выгодна в целом, потому что и уже вот 100 человек ее купили, значит, в целом это им выгодно. Каждый из них понимает, что они эти 2000 быстро отобьют. Соответственно, можно продать рынку за ту же самую цену 2000, и получится вот эти 1000 человек заплатят по 2000, получат 2 миллиона. Отличная прибыль, большая прибыль. Однако для вот этого сообщества из 1000 дизайнеров довольно скоро станет ясно. Если они видели, как это было произведено сообществом из 100 дизайнеров, они сразу могут понять, а зачем нам покупать это за 2000, в то время как мы можем выделить одного из своих дизайнеров, он произведет этот продукт, потратит то же самое количество времени, и каждый из нас заплатит уже не по 2000, а по $200. И с этой точки зрения, очевидно, что производителю этого продукта нужно будет опустить цену для того, чтобы именно его продукт был в итоге потреблен тысячи дополнительных людей. Однако, опустив эту цену, данная сделка становится невыгодной тем, кто первый заплатил за нее. Невыгодной. Нечестно. Они заплатили по 2000, создали продукт, а теперь всем остальным почему-то дается по 200. Соответственно, то есть цена должна опуститься и для них тоже. То есть фактически им должен произойти возврат. И для того, чтобы увидеть, что эта мысль не отрефлексирована сегодня, мы можем это легко проверить через то, что мы не найдем сегодня платежной системы, такого платежного инструмента, который бы позволял уменьшать цену продукта не только для последующих покупателей, как мы сегодня можем видеть. Да, кино в кинотеатрах стоит дорого, потом, когда на DVD стоит дешевле, в стриминге еще дешевле. А изменять цену продукта в том числе и для предыдущих покупателей.
То есть копируемость, свойство копируемости позволяет нам, создавая продукты, дальше составлять стоимость таким образом, что она будет уменьшаться с количеством людей, которые потребили этот продукт. При этом уменьшаться, опять же, не только для последующих людей, которые участвуют, не только для последующих покупателей, но и для тех покупателей, которые Были первыми. были первыми. Это то, что сегодня происходит. Сегодня собирают деньги на Kickstarter на Oculus Rift, потом Oculus... Даже еще компания... не успев произвести продукт, соответственно, не предложив изначальным бейкерам еще даже окончательного продукта, Oculus Rift продается Фейсбуку за $2 миллиарда. Как бы было вложено, условно, $10 миллионов вкладчиками, которые не получили фактически ничего ни от компании, ни от продажи ее за $2 миллиарда. Да, то есть сегодня все восприятие как в том, что они заплатили, сделка сделана, сделка была честна на тот момент. Поэтому, конечно, эти люди никакой отношения не имеют к этим. Но в целом они же вложились. Это просто пример, который позволяет задуматься о том, что модели, финансовые модели и модели того, как распространяется продукт, могут через рефлексию копирования могут становиться совсем другими, чем они сегодня. Где потребитель является столь же важным в процессе этого взаимодействия вокруг копирования, как и создатель. Как и без создателя, того, кто создал, не было бы этого продукта, так и без потребителя каждой копии не было возможности для того, чтобы... Этот продукт стал дешевле, а его дешевизна определяет то, что он доступен, а, соответственно, вообще нужен рынку, и, соответственно, вообще произведен. И в этом плане без рефлексии этого возникает очень много нездоровых процессов в обществе. Например, в Штатах это порядка 75% людей считают, что их финансовое состояние ухудшается. Или не становится лучше. И об этом говорят не только, например, малообразованные люди, но и очень хорошо образованные люди выступают и говорят о том, что смотрите, жизнь среднего американца становится хуже. Как они приходят к этой мысли? Они берут данные средней зарплаты людей в Штатах. Если эту среднюю зарплату, средний доход человека в Штатах пересчитать с учетом инфляции, то получится, что из года в год она не увеличивается особо, а в некоторых случаях, может быть, и даже уменьшается. И из этого делается вывод. Раз доход человека не увеличивается, раз он не растет, то жизнь становится лучше. Однако здесь, в этом процессе, и деньги в целом сегодня, и большинство тех критериев, на которые опираются государства, экономисты, исследователи, критерии, например, деньги, которые сегодня крайне сильно привязаны, и флуктуация крайне сильно привязана к стоимости труда. А труда не становится больше в мире. Особенно на человека. Даже если количество людей увеличивается и общий объем труда увеличивается, то на одного человека труда совершенно не увеличивается. На него также есть 8 часов, а в развитых странах это количество времени, которое человек трудится, только сокращается со временем. Где-то уже 7, где-то уже 6, где-то уже не 5 дней в неделю, а 4 и так далее. И это будет только двигаться в эту сторону. Мы будем работать только меньше. При этом, если, например, посмотреть на этот телефон, то он сегодня стоит $500. И если я посмотрю на телефон, который я мог бы купить за $500 10 лет назад, могу купить за $500, то
это продукт, превосходящий В десятки раз. во всем, Во всех во аспектах. множественные... Размер экрана, качество экрана, объем памяти, длительность работы батарейки. Что этот телефон в принципе может? Он соединен с интернетом высокоскоростным в любой точке мира, он водонепроницаемый, он пуленепробиваемый, условно, что угодно. А в GDP не найдет никакого отображения. Это будет те же самые, строчка $500, произвели продукт. А, соответственно... Ничего не улучшилось. И в целом, если посмотреть на этот продукт, очень важно на секунду представить, что нету других копий, что нету тут таких Что это телефонов. единственный телефон, произведенный только для меня, а, соответственно, время и усилия и труд, вложенный в производство этого телефона, измеряется в, скорее всего, десятков тысяч, если не миллионах часов высокообразованных людей, ученых и инженеров. И мы его получаем за, стоимость считанных наших часов. И это произошло и происходит только благодаря копируемости. Естественным образом мир к этому подходит. Кино рассчитывается, какую среднюю стоимость человек готов был бы заплатить, и это где-то $10-20 за билет в кино, поэтому рассчитывается бюджет, он делится, и считается математическая модель. А в целом происходит этот adjustment, но без осознания того, почему. Здесь считается скорее какой-то некий риск. Надо произвести 5 продуктов, один будет успешный, другие 4 будут не очень успешными, между ними поделим риски и так далее, и так далее. Считается стоимость, исходя из предыдущего представления о качестве этого продукта, как просто о продукте, производимом за потраченное время, но не учитывается тот факт того, что свойства копируемых и некопируемых продуктов отличаются в корне, если ими начать обмениваться. Нет сегодня кино, которое станет для всех дешевле от того, что его посмотрели не 10 миллионов людей, а миллиард людей. При этом можно представить, что если бы каждое кинопроизведение становилось для каждого человека все дешевле и дешевле с каждым новым потребителем, то потребить этого кино мы могли бы в разы больше, либо каждое из этих произведенных кино могло бы быть в разы более качественным. И сегодня мы даже в целом это видим. Количество людей, вовлеченных в кинопродакшн, увеличивается с годами постоянно. Сейчас уже титры будут состоять из сотен человек и будут занимать добрые 10-15 минут после самого кино. И все эти люди что-то делают. А что они делают? Они увеличивают качество и объем ценности на каждый кадр в этом кино. Опыт, который мы получаем, просматривая это кино, растет, качество увеличивается, и поэтому на самом деле наше благосостояние растет, несмотря на то, что мы заплатили за этот фильм те же самые $10, которые заплатили за предыдущий, который был не очень классный. Копируемость как феномен сегодня... И в целом всегда являлась, но сегодня является фактически основным, если не единственным источником увеличения благосостояния людей, потому что в ситуации, когда каждый из нас затратил труд свой на производство некопируемого продукта, который мы потом обменялись, ничего не может возникнуть. GDP не может расти, объем экономики не может расти от того, что мы просто производим то же самое количество труда. Он по идее, должен быть один и тот же уровень. Да, количество Если же у нас ресурсов... появляется копируемый продукт, то вот здесь и возникает мультиплицирование, здесь возникает дополнительная стоимость, которую мы не видели до того. А с производством все большего и большего количества копируемых продуктов мы получаем все больше и больше увеличения благосостояния в том смысле, что увеличивается ценность функциональная, культурная, какая угодно, производимых нами продуктов. Накапливается. Мы наблюдаем, что сегодня благосостояние, потому как оно рассчитывается, как оно оценивается с точки зрения того, как много ты зарабатываешь. А труда твоего не становится больше. Поэтому в целом, если мы измеряем это через показатели, которые растут и падают вместе с стоимостью труда,
то мы не увидим роста благосостояния людей. Однако, то, что качество как раз жизни... свойство копируемости в том, что цена уменьшается. У копируемых продуктов с объемом потребления есть потенциал, есть возможность для того, чтобы уменьшалась цена. То есть каждый из нас может в каждую минуту своего времени потреблять все больше и больше, уже даже не минут времени других людей, часов, лет, да, там, даже иногда столетий, да, как, например, с телефоном, да, в котором тысячи и тысячи часов одних из самых образованных людей. И из этого возникают очень такие интересные ситуации. Мы когда только начинали думать про этот феномен, мы обсуждали это с нашим знакомым, который, он достаточно успешный бизнесмен. И он с нами обсуждал это, и его реакция была: Либерман, вы просто живете в тех-бабле. Мы тогда жили пузыре в Силиконовой долине. У вас все кажется, что все развивается и куда-то бежит и спешит, а весь остальной... центральные штаты между побережьями, вот у них жизнь ухудшается. Простой фермер Джо, его жизнь как раз ухудшается, а вот где-нибудь в больших городах, где занимаются высокими технологиями и кино, люди процветают. Он привел нам пример, что в 98-м году продал свою первую компанию и купил свою первую дорогую машину BMW 6 модель. Купил он ее за условно $50 тысяч. И в пересчете с учетом инфляции он недавно сегодня купил новую BMW 6. И он проверил и увидел, что заплатил те же самые деньги. Что ничего не стало дешевле. Он заплатил те же самые... С учетом инфляции те же самые $50 тысяч. Если Хорошо. мы сегодня возьмем машину из 97-го года и сегодня соберем точно такой же, чтобы не было у нее никакого коллекционного значения, это просто только что новое, собранное по образу и подобию клон. И поставим ее рядом с сегодняшней современной моделью BMW 6. И я попробую тебе продать... тебе продать ее за $50 тысяч. Ты, скорее всего, просто посчитаешь, что я мошенник, и что это абсолютно не стоит того. Мы, может быть, сойдемся на цене в $5-6 просто потому, что металл того Металл стоит больше, и она едет. Но в целом она потребляет больше бензина, она сильно менее безопасная. У нее нету Bluetooth, она не подключается к iPod, она даже не знает, что такое iPod, его не было. И это, безусловно, то есть вот просто сравнивая то, за сколько бы ты купил бы сегодня эту машину, только через это можно прочувствовать разницу того, что в целом жизнь стала лучше. За те же самые $50 тысяч, которые ты потратил 20 лет назад, и которые потратил сегодня, жизнь таки стала лучше. И тот же самый эффект можно наблюдать не только на уровне того, как социум работает, политика могла бы работать, или как производство могло бы работать. Этот эффект можно наблюдать даже на уровне личных отношений. Вот мы живем большой семьей. Просыпаемся утром. Я готовлю завтрак и трачу какое-то время на то, чтобы приготовить завтрак не только себе, но и еще какому-то количеству членов семьи. Очень важно, что стоит себе напоминать каждый раз, когда ты в такой ситуации, когда не стоит напоминать каждый раз, когда в такой ситуации, что он бы делал бы это, даже если он был бы один. Если бы я жил бы один, каждое утро я тратил бы то же самое количество времени на то, чтобы налить воды, высыпать овса, помешать. И размешивать 15 минут. Посолить и съесть. И то понимание того, чтобы он делал бы это все равно, и создает эту возможность для получения большего блага. От взаимодействия, от того, что мы живем вместе. Потому что сейчас я без затраты каких-то дополнительных усилий могу получить аналог часа времени, который он затратил на готовку завтрака. И здесь можно
задуматься о том, что ожидания, которые в отношениях должны возникать, они также должны возникать не по схеме обмена. Очень часто можно слышать, как отношения обсуждаются с точки зрения обмена, особенно когда люди Я сижу с детьми, ты работаешь, Да, я готовлю мою посуду, ты выносишь мусор. Вот какой-то такой обмен. Что все остальное, что вот ценность отношений, она как бы такая трансцендентальная, мы ее рационально не можем понять, то есть в них есть что-то ценное, а так в основном это zero-sum game. Хотя в реальности отношения — это большой потенциал того, чтобы получать на порядок больше, чем ты получал бы, если бы жил один. Стоит отметить, что этот потенциал возникает лишь только в тот момент, когда люди, которые с тобой взаимодействуют, в принципе хотят потреблять копию произведенного тобой копируемого продукта. То есть если мне не труда, нравится сервиса. каша, которую они готовят, то на целом- самом деле не происходит копирование. Это время он просто потратит на то, чтобы делать себе омлет. В современном языке слово «копирование», оно содержит в себе скорее негативный контекст, нежели позитивный. Копия — это не оригинал. Копия — это что-то производное, это подделка, либо Копия просто сегодня дубликат, в современном либо обществе содержит. ассоциируется с пиратством, то есть это как бы тут копирование, это не покупка. И нам предлагали использовать слова такие, как, например, sharing. Что Sharing economy. Sharing economy сегодня это очень такой позитивный, модный термин, который символизирует... То, что мы делим мир с друг другом. Мы решили посмотреть на этимологию этих слов. Есть еще слово «реплика», тоже слово, через которое можно было бы описать этот эффект. Смотрели этимологию этих слов и обнаружили себя, что sharing у нас всегда было такое, нам всегда казалось, что это слово очень плохо отражает Суть происходящего. Это очень слово, которое очень плохо отображает суть того, что происходит с Airbnb, например. Или с лифтом, пулом и так далее. Вот. И что шеринг, оно происходит от слова «делить». Это очевидно как бы, и это 14-13 век Англии делить, или 12-13 век в Германии это был Шарды. военный термин. А копирование происходит от 12-13 и глубже века латынь, копия. Напрямую переводится как изобилие. А дальше можно смотреть, что это составляющие ко вместе обс богатей, богатство. И в этот момент мы поняли, что даже сам термин копирование своего рода, если смотреть на его этимологию, возникал как осознание определенного количества людей, которые поняли, что они могут копировать тексты, и для этого они придумали слово «копирование». А текст и знание — это было Текст богатство. — это знание, и знание обретается годами и веками, а потом, если мы придумали методологию, по которой мы можем произвести это знание за день переписывания, и любой другой может его прочитать и получить за еще пару дней это же знание, которое до того веками приобреталось, это и есть изобилие. Изобилие, возникающее от того, что знание, накапливаемое столетиями, теперь доступно в дни. И вот эта вот разница того, что сегодня это негативный термин, а в целом он крайне изначально позитивный, и он как раз то, что мы вот описываем с этими примерами А и Б, да, или на других примерах с дизайнерами, видно, что как феномен копирования позволяет нам жить на порядок более изобильную жизнь. Как на примере с телефоном, в котором невероятное количество труда вложено, и мы его можем использовать для любой сегодня простой операции. Что именно что этот термин очень подходящий, и еще то, что, вероятно, вот это изменение, которое будет происходить, оно, в частности, будет происходить вокруг того, что постепенно или резко это слово, оно будет переходить из негативной коннотации в позитивную. Что когда-то мы можем прийти к мысли о том, что
копия не хуже оригинала. И это очень важно, потому что сегодня, Сегодня мы можем это... что оригинал имеет какое-то превосходство над копией. И мы не говорим, что копия имеет превосходство над оригиналом, но очень важный процесс, который будет внутри происходить, что копия есть оригинал. Что это одно и то же. Если что в кино никто не смотрит оригинальную пленку. Да, нет такой вещи, Мастер-копию никто не просматривает, если кроме создателей. есть, да, в кинотеатрах уже есть копия, а сейчас, более того, цифровая копия.